Приветствую всех! Вот какие обновления мы сделали в IMBF TV, IMBF Radio и онлайн Библии. В плеере TV, а также радио добавлены новые кнопки. Кнопка X2 дает возможность проигрывать видео или аудио в 2 раза быстрее. Кнопка X1 – это возврат к оригинальной скорости. Также по многочисленным просьбам мы добавили возможность сохранения понравившихся треков в закладке. Чтобы скопировать ссылку себе в Facebook, Viber, WhatsApp или Telegram, воспользуйтесь одной из 4 кнопок в разделе «Поделиться ссылкой», что ниже на этой же странице. Также можно получить ссылку трека, кликнув на адресную строку браузера, скопировав текст и сохранив его куда вам нужно. Теперь о важных обновлениях в разделе «Онлайн Библия». Первое – Библия под редакцией Благословения Отца FBA. Мы добавили переключатель размера шрифта. Теперь вы можете выбирать себе тот размер букв, который вам удобнее. Синодальный перевод – номера Стронга. Они важны при углубленном изучении Библии. Например, книга Бытие, 1 глава, 2 стих написано «Дух Божий носился над водою». Предположим, возник вопрос «Носился – это как?». Кликнем курсором на слово «носился» и справа появится номер Стронга. Открываем окошко со всеми значениями этого слова. Дрожать, трепетать, сотрясаться, парить, носиться. Вместо «носился» вполне подходит слово «парил». Есть также научное толкование, что Святой Дух вибрировал над поверхностью вод. Так как все имеет вибрации, это также правильный перевод. То есть эти номера помогут вам понимать библейский текст лучше. Кстати, есть возможность одновременно открывать не одно, а несколько номеров Стронга. Далее о Танахе, подстрочном переводе с иврита. Это один из самых ценных подстрочных переводов, так как с греческого языка есть много работ, а с иврита, ввиду сложности языка, нет. Читая подстрочный Танах, вы можете увидеть текст без дополнений от переводчиков и филологов, такой, какой он есть. Разумеется, читать такой перевод сложновато, но для изучения то, что нужно. Посмотрим, к примеру, известное место Исайя 53 глава, пророчество об Иисусе. В синодальном переводе написано, что он муж скорбей, изведавший болезни. Меня всегда смущал такой перевод относительно Иисуса и болезней. Жмем на номер Стронга 02483 и видим, что в первом значении это слово переводится «скорбь». И сразу посмотрим номер 04341 и видим, что это слово переводится как «боль», «скорбь», «страдание». То есть это место можно понимать иначе. Он – муж страданий, изведавший скорби. Это больше похоже на правду. Для более глубокого изучения в конце столбика есть граммемы. Это морфология слов для тех, кто ищет еще больше точности. Очень полезны для переводчиков и редакторов Библии. Еще мы доработали подстрочный перевод LXX, Новый и Ветхий Заветы на греческом. Из-за того, что иврит очень сложный, для лучшего понимания Библии примерно в 250 году до нашей эры был сделан перевод древних свитков на греческий. Называется он Септуагинта или перевод 70 толковников. Септуагинта является самым старым известным переводом Ветхого Завета на древнегреческий язык. Выбираем нужную главу, стих и читаем. Нажимая на любую цифру, букву или слово, вы получите подробное объяснение. Например, открою благовествование от Иоанна. Кликаю на цифру 1 и открылся первый стих синодального перевода. Это если нужно сравнить переводы. Можно открыть также слова перевода и найти, где они еще использовались. Но меня в качестве примера сейчас интересует существительное слово. Ставлю на него курсор и вижу, как слово произносится. Кликаю на него, и появляется дополнительная информация. Красным цветом выделен номер Стронга. Навожу курсор и получаю основные значения этого слова, а также синонимы. Если я кликаю на него, то получаю все значения этого слова. Далее зеленым цветом обозначена морфология. Навожу и читаю. Ниже мы видим список, сколько раз и где в Библии слово было переведено. Кликнув на предложенные стихи, вы увидите, где именно оно используется.
И еще в самом конце списка можно посмотреть словарную форму, из какой образовалось слово. Кликаю и... Вау! Посмотрите, насколько сложное слово «логос». Оно имеет 34 значения в зависимости от контекста. В следующий раз, когда вы повстречаете в Библии существительное «слово», знайте, смысл текста может сильно отличаться от перевода. Вот почему необходимы такие справочные инструменты. Итак, читайте слово, изучайте слово, растворяйте слово, и пусть оно станет частью вас. Тогда, как обещал Иисус, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Это записано в Иоанна 15 глава 7 стих. Большая просьба молиться о нашей команде и в частности обо мне, потому что все, о чем я рассказал в этом видео, это труды многих лет. Божьи люди стараются для того, чтобы вы были снаряжены и побеждали. Все это безвозмездно для вас, но мы за это платим цену. Спасибо за молитвы. Будьте благословенны.